Вернувшийся с войны вагнеровец напал на полицейских. В стране могут ввести лимиты на банковские карты. Взрыв произошел в школе под Москвой, есть пострадавшие. Всем привет, это новости воздуха. Ходорковский лайв. Подписывайтесь, ставьте лайки. Поехали. Россиянам хотят ограничить выдачу банковских карт. Генпрокуратура собирается законом установить лимиты на выпуск карточек. Об этом глава ведомства Игорь Краснов заявил, выступая в Совете Федерации. По его словам, виртуальные преступления составляют уже 40% от общего числа нарушений закона. При этом Краснов утверждает, что в целом число зарегистрированных преступлений в России снижается. В его ведомстве считают, что снижение числа банковских карт поможет бороться с так называемыми дропами, теми, кто помогает мошенникам обналичивать украденное. Ранее Центробанк предлагал ввести лимит в 5 карт на человека в одном банке и до 20 карт в нескольких банках. 9 детей пострадали в подмосковной школе. 11-летняя девочка попала в больницу. Причиной стал взрыв хлопушки. ЧП произошло в школе номер 2 города Истра. Во время урока в одном из классов школьник взорвал хлопушку. Эти хлопушки свободно продаются на маркетплейсах в среднем по 200 рублей за штуку. Изначально сообщалось, что в классе взорвали петарду. Пострадали дети. 2 оказал помощь школьный врач, еще 7 сотрудники скорой помощи. Одна девочка попала в больницу с токсическим отравлением парами. Буквально сегодня генпрокурор Краснов рассказывал о том, что преступлений в России становится меньше. При этом фактически становится все больше преступлений, которые совершают вернувшиеся с войны. В Тверской области бывший боец ЧВК «Вагнер» напал на полицейских, обещая показать, как резал горло украинским военным. Вот так он выглядит. Это 31-летний Максим Коськов. 1 апреля он в пьяном виде дебоширил на улице в городе Белый под Тверью. Жители вызвали полицейских, и когда те приехали, Коськов начал угрожать им осколком стекла. Также он пытался порезать себя, но был задержан. Пострадавших нет. До войны Коськов был судим за кражу. Иностранный студент умер в общежитии МФТИ из-за истощения. По словам соседей, он был мусульманином и держал пост в Рамадан. Студент приехал в Москву из Мали, ему было 24 года, он жил в общежитии вуза на Керченской улице в Москве. По словам его соседей, он почти ничего не ел и выглядел ослабшим. 31 марта он потерял сознание и позже скончался в машине скорой помощи. Мария Пономаренко снова в ШИЗО. По словам близких журналистки, после отбытия срока в штрафном изоляторе женщину направят туда снова, дважды на 2 недели. Эту информацию активистам группы поддержки сообщила дочь Марии. Причина отправки в ШИЗО неизвестна. Мария Пономаренко, журналистка издания «Русньюз», она отбывает срок за пост о преступлениях российской армии в Украине. Несколько раз ее помещали в ШИЗО и подвергали издевательствам. Также ей отказывали в медицинской помощи. 27 марта суд вынес ей приговор по 2-му уголовному делу. Год и 10 месяцев заключения, якобы за нападение на сотрудников колонии. Дочь приближенного к Путину Шувалова получила главную роль в балете Большого театра. Мария Шувалова выступает в главной роли в балете «Анюта». Первый показ состоялся 27 марта. Папа Марии – глава госкорпорации ВПРФ Игорь Шувалов. Некоторые театральные критики назвали уровень балерины несоответствующим роли, а в профильных телеграм-каналах подбор артистки на главную роль назвали кумовством и обесцениванием искусства. Издание агентства обнаружило также и хвалебные посты в адрес Шуваловой. Их написал, например, гендиректор государственной компании «Москонцерт». Стоимость билетов на «Анюту» варьируется от 2 до 8 тысяч рублей. Ранее Мария Шувалова становилась объектом журналистских расследований. В 2021 году издание «База» назвало ее самой богатой балериной России. По его данным, за 3 года до этого девушка получила более 2 миллиардов рублей от бывшего однокурсника своего отца, предпринимателя Сергея Котляренко. Продюсер Иосиф Пригожин получил звание заслуженного деятеля искусств Чечни, ему его присвоил Рамзан Кадыров. Чеченский лидер продолжает раздавать должности и награды то своим детям, то тем, кто его хвалит. В указе Кадырова говорится, что Пригожин получил звание за заслуги в развитии культуры и искусства и многолетнюю творческую деятельность. До этого продюсер, муж певицы Валерии, бывал на дне рождения главы Чечни и называл того патриотом России. Кадыров, в свою очередь, говорил, что Пригожин – друг чеченского народа.
Новый порядок тестирования детей-мигрантов на знание русского языка. Теперь для зачисления в школу необходимо набрать не менее 90% правильных ответов. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил думский спикер Вячеслав Володин. С первоначальным предложением Рособорнадзора, что для успешной сдачи тестирования по русскому языку детям-мигрантов необходимо будет правильно выполнить 30% работы, не согласились. Оно было переработано. Конец цитаты. Просто для понимания, 90% правильных ответов – это оценка отлично. Вопрос, много ли русских детей владеет языком на таком же уровне. Вместе с тем, накануне стало известно, что вот, например, в Литве Министерство образования отказалось закрывать русскоязычные школы, так как это противоречит Конституции. Вот что сказала министр Раминта Поповени. Вы должны предоставить нашим гражданам возможность учиться на родном языке с акцентом на важность изучения государственного языка. Конец цитаты. Крупнейший северокорейский университет имени Ким Ир Сена собирается открыть представительство в России, в Новосибирском академгородке. Об этом сообщается в пресс-релизе Новосибирского государственного университета. Прямо сейчас НГУ уже занимается поисками места, где можно было бы разместить северокорейцев. В рамках сотрудничества планируется организовать совместные научные программы, обмены студентов и конференции. В начале года вузы уже договорились, что в Северной Корее будет школа-партнер для физико-математической школы НГУ. Там корейских школьников будут готовить к поступлению в Новосибирский университет. 37 военных самолетов Китая вошли в зону ПВО Тайваня. Пекин утверждает, что это просто учения, только вот отрабатывают на них окружение Тайваня и удары по его критически важным объектам. Кроме того, госпропаганда в своих роликах называет президента острова Лая Цинде паразитом, а в вооруженных силах Поднебесной называют свои боевые маневры не иначе, как, цитата, «жестким предупреждением для сепаратистских сил». Напомню, Китай считает Тайвань своей провинцией и регулярно угрожает нападением. Ранее агентство Bloomberg писало, что если Китай вторгнется в Тайвань в 2027 году, война обойдется в 10% мирового ВВП. Новые подробности о коммуникации внутри команды Дональда Трампа публикует Вашингтон-Пост. Издание пишет, что члены Совета по нацбезопасности использовали для рабочей переписки обычную почту Google и личные аккаунты в ней. В том числе это касается советника по нацбезопасности Майкла Уолтса. Вашингтон-Пост ссылается на изученные документы и слова 3 собеседников. По данным журналистов, среди тем, которые обсуждали помощники Уолтса, вопросы, цитата, «важных военных должностей и мощных систем вооружения, связанных с текущим конфликтом». В американском Сенате установлен рекорд по продолжительности речи. Более суток сенатор-демократ Кори Букер выступал с критикой Дональда Трампа. Свое выступление он начал вечером 31 марта и сразу заявил, что будет говорить, пока у него не кончатся силы. Силы кончились спустя 25 часов и 5 минут. Букер говорил без перерывов на сон, еду и туалет. Он читал письма избирателей, делал исторические отсылки, призывал к сопротивлению и отвечал на вопросы. Когда отцы-основатели нашей нации заявили, что мы обязаны дать друг другу обет, отдать, если потребуется, свои жизни, свои состояния и свою честь, они говорили о взаимной ответственности. Сегодня нам это нужно как никогда, от каждого американца. Это вопрос морали, это не про левых и правых. Это про добро и зло. Давайте устроим хороший переполох. Мадам президент, мой друг, я уступаю трибуну. Предыдущий рекорд принадлежал сенатору Строму Терманду, который говорил 24 часа 18 минут в 1957 году. Российские парламентарии уже отреагировали на речь Букера. В комментарии изданию «Подъем» депутат «Справедливорос» Андрей Кузнецов назвал ее психическим отклонением. Цитата. «Как он там ночью докладывал? У нас нет такого, чтобы мы тут ночью сидели». Конец цитаты. Впрочем, демократии в Российской Думе тоже, как известно, нет. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы дублируем там все новости, в том числе в аудиоформате. И главное, берегите себя.